Хочу еще раз поговорить с вами о личной чистке и напомнить вам, что мы должны помогать не только другим людям, но и себе самой. Иногда нужно очищать свою энергию, иногда нужно обновлять свою силу, иногда нужно просить силы о помощи, чтобы был энергообмен. В древние времена люди жили на природе и постоянно брали силу у природы, у земли, у воды, у ветра. В древние времена ведьмам было намного легче, конечно, жить. А поскольку мы живем сейчас в период урбанизации, когда города тянут свои щупальца до селений, разрушая уже, просто выгоняя людей из своего места жительства и строя там новые многоэтажные дома и прочее, мы практически живем на асфальте. Асфальтировано, все закрыто. И вот эта сила, энергия Земли не поднимается до нас. Даже если мы гуляем по паркам, тоже искусственно созданная, там еще не собрана такая энергетика, какая была и должна была быть в изначальной форме. Всегда помните, что вы должны скидывать с себя тот груз, который накапливается, потому что подходит такой момент, когда ты обессиливаешься, и ты понимаешь, что ты ужасно устала, и от тебя толку уже никакого, ни другим, ни себе самой. Работать, конечно, ты можешь, и дальше можешь делать то, что тебе нужно, и отдавать свою силу, энергию, отчитывать и помогать, и спасать, но тебе это уже намного тяжелее дается, и трудно тебе самой существовать с этими силами, которые в пространстве летают, поскольку мы вызываем разные сущности, разные силы, мы вызываем очень много черной энергии, мы снимаем очень много черной энергии на свою голову. И поэтому помните о чистке, о том, что это все нужно с себя скидывать и убирать. Это не означает, что они вам навредят. Нет, они просто выпивают ваши силы, вы устаете. Это единственный минус, но я думаю, что когда мало жизненной силы, когда ничего не охота, и ездить нужно по делам, неохота как бы с места встать, да, поехать. Там, естественно, в этих вопросах мало веселого. Помните, что ваше здоровье тоже не последнее в этой жизни, и всегда старайтесь меньше жертвовать собой и больше думать, и немножко эгоизма добавьте себе в жизнь. Выходите, забирайте энергию с природы, выходите, погуляйте в людных местах, наберитесь новой силы, новой энергии, потому что это вам нужно для работы. Не пренебрегайте, потому что придет такой момент, когда вы почувствуете, что вы несколько дней просто спите, устаете в селениях. Когда приезжали к ведьмам с очень сильными порчами, иногда неудобно было им отказывать, но после того, как они снимали, несколько дней лежали, несколько дней не могли прийти в себя. То спали, то были без сил. Иногда можно увидеть меня цветущую, там, всю такую сверкающую. Через несколько дней, может быть, у меня круги под глазами, усталый вид, синее просто лицо. Почему? Потому что я отдаю свою силу, и обратно, конечно, не дополняется. Нужно делать. А иногда, знаете, сапожник без сапог. Иногда неохота, иногда на авось оставляешь, иногда как-то думаешь, пронесет, ничего страшного. Потом чувствуешь, что ты живешь в вакууме дома, что давит на тебя эта энергия, которая накапливается. Помните, чем старше вы становитесь, чем сильнее вы делаете ритуалы, тем страшные силы вы вызываете в свою жизнь, тем тяжелее их энергетика. Поэтому всегда, если вы развиваетесь, естественно, развиваются вместе с вами и те силы, которые приходят, да. Я всегда своим рекомендую очищаться через зеркала, солью. Видите, даже тетрадь завела, специально писала для меня, чтобы все время этим чистить себя. То есть я там расписала, что мне нужно делать. После того, как вы почистили себя, иди сюда, пусть. Иди ко мне, давай, бегом. Вот сволочь. После того, как вы себя почистили, я не буду говорить про защиту. Знаете почему? Потому что мы и так под защитой. Мы под защитой тех сил,
которые нас привели в это ремесло, они нас и так защищают. Но в любом случае мы должны обновлять, мы должны просить, мы должны к ним обращаться, напоминать о себе и обновлять нашу защиту. Не обязательно словами, не обязательно чем-то еще, просто обращение к этим силам. Есть определенный заговор, если вы не хотите тратить как бы время, силы на составление каких-то новых заговоров. Есть определенные заговоры защиты, которые можно использовать. Снимайте все себя на дым. Я вам уже давала, да, такие заклятия, снятие заклятия на дым. Снимите из себя вот метлой. Видите? Смахивая. Ну, практики знают, что надо делать, я не буду их учить. Вот. На соль можно снять, принять ванну солью. Потом займитесь своей красотой. Не запускайте себя дела делами, а когда вы красиво выглядите, и вам приятно на себя смотреть, естественно, вам хочется дальше жить. Есть посыл обратно. Понимаете как? На нас делать очень непросто и нелегко, и невозможно практически. Единственное, что у нас может быть, может мы чихать начнем, или у нас живот покрутит чуть-чуть. Это все, что на нас можно навести. Больше ничего невозможно. Есть, конечно, сильные колдуны, но сильные колдуны не тратят время и силы на такие какие-то глупые войны. Почему? Потому что они понимают, что тех, которых призвали, может быть, и получится у них что-то на время на них навести, но наказание будет очень страшное, потому что не позволено трогать точно так же избранных, какой ты есть сам. Понимаете? Поэтому не в наведении дело, и дело не в том, что там кто-то навел или не навел. Просто дело в том, что вы устаете, вы много отдаете людям. Кроме того, чем популярнее вы становитесь, чем больше людей вас узнают, естественно, что тем больше сил вас стягивают, понимаете? А вас обсуждение, разговор, это все стягивание с вас энергии, сил. Почему многие, скажем, известные личности, да, писатели, там, сценарист, неважно кто, ну, люди общественные, на некоторое время уходили, пропадали, потом обновленные возвращались, потому что они уставали. Есть такое понятие творческое выгорание. Вот чтобы у вас не было творческого выгорания, чтобы вы не только отдавали и больше ничего не получали, вам нужно думать и о себе. Вам нужно скидывать с себя время от времени эту отрицательную энергию. Лучше раз в месяц, раз в неделю, насколько у вас часто работа связана с сильными духами. Я вам еще раз говорю, чем чаще вы обращаетесь к этим силам, чем сильнее вы становитесь, чем больше вы развиваетесь, чем к разным пантеонам демонов вы обращаетесь, тем более такие сильные сущности приходят в вашу жизнь. И учтите, им нужен корм. Либо их отправляйте обратно, не забывайте, либо скидывайте себя, эту энергетику, потому что она вампирит вас. После того, как вы почистили себя, очищайте пространство, выгоните всех вон с квартиры лишних. Видите, их сейчас мало летает здесь. Почему? Потому что я очистила квартиру, но я еще раз это сделаю, потому что слишком много концентрации, их не нужно. Это, конечно, смотрится очень весело, круто, когда они летают с шариками, да, перед экраном, но мало радостного от них, если ты перестанешь их контролировать, если их станет слишком много. Ты ложишься спать, они у тебя вытягивают энергетику. Утром просыпаешься выпитая, уставшая, не выспавшаяся, не отдохнувшая. Кроме того, сны не дают покоя, какие-то шуршания и прочее. То есть их нужно изгонять. Время от времени надо очищать пространство. Запомните, дорогие друзья, что ваше здоровье, ваша защита, есть здоровье и защита ваших детей и родных и близких, поскольку вы по крови с ними связаны. Поэтому если вы о себе не будете заботиться, это может повлиять и на них. Потому что вы защита, вы как, знаете, это слово не люблю особо, потому что настолько продешевили постоянно это слово. Берегиня вот этого рода вы являетесь, понимаете? И от вас идет защита на них, от вас тоже идет энергия определенно на их сторону, чтобы их как окутать и закрыть от всех бед. И если вы ослабеете, то, естественно, ослабеет и их защита в том числе. Так что учтите, что вы это не только для себя делаете. Вот я несколько, видите, провела себе, но нужно иногда сказать о денежных ритуалах.
Ну, провожу я себе, если мне нужны определенные вещи, которые я хочу притянуть в свою жизнь, да, провожу. Но если честно, мне уже нет нужды их проводить. Я могу просто попросить. Понимаете, у меня уже тот уровень, когда мыслеформа работает. Просто захотеть, и оно идет. Это не волшебство, это огромный труд, это огромные жертвы. Прошу понять правильно. И не у всех это будет получаться, и не все к этому до этого дойдут. Поэтому если кто-то еще не дошел до этого уровня, конечно, им лучше проводить и делать. Это будет сильнее влиять. Так что, дорогие друзья, ведьмочки, обязательно не забывайте о том, чтобы обновлять свою энергию. Это нужно. Обязательно скидывайте себя, вам станет легче. Иногда так неохота, вот сутками ходишь, и надо себя очистить. Ты понимаешь, что тяжело, очень тяжело, уже вакуум давит, это столько работ, дел, столько всяких сил вызванных, их надо отправлять. Скидываешь на завтра, послезавтра, и ты понимаешь, что уже и неохота их выгонять. Они же остаются, им не хочется уйти, они делают все, чтобы навести дремоту, чтобы вы устали, чтобы вы, так знаете, разнервничались, все кинули, пошли спать и прочее. Заставьте себя один раз это сделать, а потом вам станет легче. Вы должны контролировать эти силы, не позволяйте, чтобы эти силы контролировали вас, потому что потом будет беда, вас ненадолго хватит. Вот, собственно, и все. Удачи!